жениться. Марчелло Мастроянни. Миллионы женщин буквально падали к его ногам, и с десятками из них он завязывал романтические отношения. Но несмотря на это, каждый вечер он звонил в Рим своей законной жене. Она не обладала выдающейся красотой или умом, но однажды приняла решение стать для Марчелло не просто его прошлым романом, а оставаться законной супругой. «Я никогда не придавал значения количеству женщин, я только любил их», признавался знаменитый артист. «В этой жизни они дали мне любовь. Может быть, я отдал им меньше». Марчелло Мастроянни появился на свет в небольшой итальянской коммуне. Его мать Ида Эдельсон родом из Минска. Ее семья, ища лучшей жизни, эмигрировала из родного города в 1906 году, сначала в Германию, а затем в Италию, где Ида и встретила Антонио Мастроянни. В 1924 году родился Марчелло. Семье всегда не хватало денег, особенно в детстве будущей звезды, которая пришлось на тяжелые предвоенные годы. Уже с 10 лет мальчик вынужден был подрабатывать где мог. Грузчиком, строителем, чертежником и статистом в кино. Особенно ему запомнилась работа в кино, и после войны Марчелло с удовольствием принял участие в самодеятельном театре. Но, конечно, это было только в свободное от учебы время, ведь он мечтал стать архитектором. Он вернулся в университет после войны, который временно оставил. Марчелло и не думал о кино. Однако один из студенческих спектаклей привлек внимание известного режиссера Лукино Висконти. Он признавался, что игра Мастроянни на сцене была далека от совершенства, но что-то в нем привлекло его внимание. Возможно, режиссер просто увлекся красивым новым лицом, но дальнейшая работа показала, что это был настоящий талант, и вскоре новая звезда засияла на итальянских киноэкранах. Одной из ярких страниц в биографии актера стала его работа с великим Федерико Феллини. После главной роли в «Сладкой жизни» и «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале Марчелло Мастроянни начал восприниматься как серьезный актер. После успешных фильмов «Восемь с половиной» и «Брако по-итальянски» Марчелло Мастроянни стал объектом восхищения не только мировой публики, но и советских зрительниц. Слава молодого итальянского актера распространилась по всему миру. Его преследовали поклонницы. Однако мало кто знал, что он уже давно состоит в браке. Еще в 1950 году он встретил Флору Карабеллу, актрису и дочь известного композитора Эцио Карабеллы, по силам. Любвеобильность Марчелло была общеизвестна. Популярный актер не пропускал ни одной из своих партнерш, ведь все они, как на подбор, были прекрасны и знамениты. Анук Эме, Урсула Андрес, Брижит Бардо, Жанна Мора, Клаудия Кардинали и Софи Лорен. Это далеко не полный список его звездных побед. Жена, разумеется, была в ярости от такого поворота событий. Она устраивала мужу бурные сцены ревности, и их брак достаточно быстро грозил развалиться. Однако в этот момент Флора прислушалась к совету человека, когда-то открывшего талант ее мужа. Лукино Висконти сказал: «Если он будет свободным, без оков, он всегда будет возвращаться к тебе». Марчелло так уж устроен. Он порхает словно мотылек, безо всякого смысла. Немного найдется в мире женщин, способных принять неверность любимого человека, но супруге одного из красивейших мужчин планеты это удалось. Она сохранила брак и затем долгие годы была вынуждена выслушивать от Марчелло рассказы о его похождениях. Флора всегда была в курсе того, с кем ее муж крутит очередной роман. Но при этом она была уверена, что остается его единственной спутницей жизни. Мастроянни часто уезжал из Рима на съемки, но каждый вечер звонил домой, разговаривал с женой и дочкой. На каждый праздник Флора получала от него огромный букет роз. Несмотря на такие, даже слишком свободные условия, этот брак все равно несколько раз оказывался на грани разрыва. У Марчелло случались настолько серьезные увлечения, что он хотел развестись, но почему-то это каждый раз не получалось. 46-летний актер встретился на съемках с Катрин Денев. Она должна была сыграть супругу Мастроянни. По сценарию фильма это случается только с другими, они должны были изображать семейную пару, потерявшую ребенка и живущую как затворники.
Режиссер Надин Трентиньян так стремилась к достоверности, что решила запереть артистов вместе на несколько дней в полупустой квартире. Результат, в общем-то, был предсказуем. После таких экспериментов начинаешь меньше осуждать любвеобильного актера. Роман с Катрин стал одним из серьезнейших испытаний в его жизни. Через год после выхода ленты у них родилась дочь. Мастроянни был готов в этот раз уйти из семьи, но Катрин не захотела связывать свою жизнь с непостоянным и влюбчивым немолодым актером. Марчелло рыдал, рассказывая об этом отказе законной супруги, и говорил, что он покончит с собой. Но все обошлось. Кстати, дочь этой красивой и талантливой пары тоже стала актрисой. В последние годы жизни рядом с ним была еще одна женщина, кинорежиссер Анна-Мария Тата. Однако умер актер в 1996 году на руках у Катрин Денев. Он снимался до последнего, хотя под конец со съемок его каждый раз увозили в больницу. У Мастроянни диагностировали рак поджелудочной. За вами приезжают утром на лимузине, отвозят на студию, суют красотку в объятия. И они еще называют это работой. Делился актер с журналистами, объясняя, почему не хочет прекращать работу. Свою книгу воспоминаний он назвал «Счастливая жизнь». «Я люблю людей, люблю жизнь. Может быть, поэтому жизнь мне отвечала взаимностью. Честно, я считаю себя человеком, которому повезло. Может быть, я и стал занудой, но все равно смотрю на жизнь с оптимизмом. И сеньору с белой бородой там, в небесах, говорю: не обращай на меня внимания, пусть я еще поживу». Роберт Редфорд. Он стал уникальным явлением среди голливудских знаменитостей. Всего 2 жены, и с первой он прожил 27 лет, и ни одного слуха о любовных интрижках. Никогда не засветился ни в одном скандале. Поразительная история для звезды такого масштаба. Вот только трагедий в его такой почти безупречной жизни было, увы, с избытком. Звезда таких популярных фильмов, как и «Непристойное предложение», «Афера», «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать» никогда не использовал свой статус для собственного пиара и удовлетворения тщеславия. Но актерской славы ему показалось мало, и Редфорд стал сам снимать кино, завоевав «Оскар» за первый же свой фильм. Его обожали миллионы женщин во всем мире. А вот актрисы, с которыми ему приходилось сниматься и играть романтические отношения, высказывали свое крайнее недовольство Робертом. Он родился в 1936 году в Санта-Монике. Ни родители, ни родственники даже мечтать не могли о том, что этот мальчик сможет стать мировой звездой. Впрочем, в школе, где учился Роберт Редфорд, он прославился уже в 13 лет, выиграв конкурс танцев. Популярность светловолосого подростка стремительно выросла, но касалось это только девочек. Ровесники Редфорда были почему-то оскорблены его победой настолько, что устроили подростку настоящую травлю и создали кампанию под названием «Организация против Редфорда». Парень был настолько травмирован происходящим, что зарекся вообще участвовать в каких-либо конкурсах. В школе Роберт преуспевал в спорте и, как многие подростки из бедных районов Лос-Анджелеса, состоял в местной банде. Мелкое воровство, набеги на чужие территории, чтобы поплавать в бассейне, кражи колпаков с машин. Все эти развлечения закончились для Редфорда в 16 лет. В тюремной камере он провел сутки, но признавался, что эта история безумно его напугала и стала одной из самых страшных в жизни. Казалось, Роберт остепенился окончательно. Но после случившейся в семье трагедии он снова пустился во все тяжкие. Сначала, во время родов, умерли сестры-близняшки Роберта. А после не стало и его 40-летней мамы. Благодаря своим успехам в бейсболе он поступил в университет Колорадо, но ни посещением лекций, ни упорными тренировками утруждать себя вовсе не собирался. Он пытался убежать от реальности единственным, как ему тогда казалось, доступным способом. Чрезмерным употреблением спиртного, которое сопровождалось бурными загулами. Редфорд уехал в Европу искать себя и свое призвание. Бедствовал, зарабатывал на пропитание, рисуя туристов и детей. Ночевал где придется. Вернувшись в Америку, в 1958 году Редфорд женился. Девушку звали Лола Ван Вагенен.
С ней он познакомился еще в университете. Лола ради него ушла из университета, чтобы переехать с Робертом в Нью-Йорк, куда устремлялись все люди, мечтающие посвятить жизнь творчеству. В Нью-Йорке Редфорд учился в Академии драматических искусств и художественном институте. Спустя год они с Лолой пережили страшную трагедию, их первый ребенок, сын Скотт, умер в 2,5 месяца от так называемого синдрома внезапной детской смерти. Мы были так молоды и понятия не имели об этом синдроме. И могли думать лишь о том, что виноваты, сделали что-то не так. Родители всегда себя винят. Эта рана, наверное, не заживет полностью никогда. К счастью, он тогда стал получать первые роли на телевидении и в театре, работа помогала переживать отчаяние и опустошение. Реальный прорыв в карьере случился в 1963 году, когда режиссер Майк Николс на Бродвее поставил спектакль «Босиком по парку» по пьесе Нила Саймона. Редфорд сыграл главную роль. Символично, что и первый серьезный успех в кино пришел к нему после фильма «Босиком по парку», где Роберт сыграл с Джейн Фондой. Джейн, кстати, была в полном восторге от работы с Робертом. Она уверяла, будто между ними пробегали искры, но оба были несвободны и не позволяли себе ничего лишнего. А Редфорд, уже став известным на весь мир, в одном из своих интервью сказал о том, что никогда не имел привычки заводить служебные романы. В фильме «Великий Гэтсби» Миа Фэрроу играла возлюбленную героя Редфорда. И осталась крайне недовольна работой с актером. По словам Фэрроу, Редфорд вообще никак не реагировал на ее попытки добиться хоть какого-то проявления к ней внимания. Ей казалось, будто взаимный романтический интерес позволит им достовернее играть. Но актер вне работы на площадке не шел ни на какой контакт. Он проводил все свободное время в своем трейлере за просмотром политических новостей. Второй недовольной коллегой стала Барбара Стрейзанд, с которой актеру довелось играть влюбленную пару в фильме «Какими мы были». Актер не просто остался равнодушен к Стрейзанд, он терпеть не мог ее капризы. Он даже уговаривал режиссера согласиться с актрисой, когда та захочет в кадре выставить его в невыгодной позиции. Ему это было неважно, зато значительно сократило бы процесс съемок и совместное нахождение с капризной актрисой на площадке. Естественно, актрисе это понравиться никак не могло. На самом деле Редфорд в те далекие времена очень любил свою жену и не обращал никакого внимания на других женщин. Лола, помимо умершего в младенчестве Скотта, родила мужу еще 3 детей, 2 дочерей и сына. Они прожили вместе 27 лет. За эти годы Роберт Редфорд прославился не только как актер. Он сам стал снимать фильмы и организовал фестиваль авторского кино Sundance в Юте, где к тому моменту успел скупить 5000 акров земли и построить горнолыжный курорт. К нему относились как к бунтарю и мятежнику, решившему унизить Голливуд проведением фестиваля не в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Но со временем картины, представленные на Санденсе, становились успешными, и теперь на фестиваль старались попасть многие известные личности. А организатор и идейный вдохновитель вполне мог не пустить знаменитость на фестиваль, объясняя это тем, что у них не пьют с утра до ночи и не болтают целыми днями, а работают. Спустя 27 лет совместной жизни Лола спасла его своей любовью, без нее он никогда бы не добился ничего. Никаких подробностей больше он не раскрыл. Многие тогда недоумевали и пытались докопаться до истинных причин развода, но супруги предпочли не раскрывать подробности своей личной жизни. Спустя несколько лет после расставания с женой, в начале 1990-х, Роберт Редфорд на Санденсе познакомился с художницей из Германии Сибиллой Заккерс. И жизнь вдруг заиграла для него новыми красками. Она была моложе на 20 лет, благодаря ей он снова начал рисовать и смеяться, как мальчишка. И главное, она ответила взаимностью на его чувства. Поженились они далеко не сразу, а лишь в 2009 году, когда актеру уже исполнилось 72 года. Сейчас ему 88, и он по-прежнему счастлив. В последние годы он отошел от дел и предпочитает проводить все свое время с женой, дочерями, внуками и правнуками.
Или, может, вы знаете, лейтенант, что в арабском городе Кордова было 2 мили освещенных улиц, когда Лондон был всего лишь деревушкой? Да, вы были великими. 9 веков назад. Пора снова становиться великими, милорд. Питер О'Тул. Он был одним из самых популярных и талантливых британских актеров XX века, которого зрители запомнили по ролям в фильмах «Лоуренс Аравийский», «Как украсть миллион», «Лев зимой». Питер О'Тул стал 8-кратным номинантом кинопремии «Оскар», но ни разу не был удостоен этой награды. Говорили, что актер с такой репутацией просто не мог стать триумфатором престижной церемонии, а он не слишком переживал по этому поводу, продолжая давать многочисленные поводы для пересудов. У англичан есть поговорка «каждый ирландец сумасшедший». И британский актер ирландского происхождения Питер О'Тул был наглядным ее подтверждением. Горячая кровь бурлила в нем с рождения, и с самого детства он постоянно попадал в переделки. Позже он рассказывал: «Я вырос на улице, но при этом ходил во вполне приличную школу, расположенную на другом конце города. 3 моих дружков, соседей по улице, были повешены за убийство. В школе меня учили боксировать с джентльменами, однако в жизни я научился их калечить. Чтобы усмирить его нрав, мать отдала его в монастырскую школу, но уже в 14 лет мальчик забросил занятия после конфликта с воспитательницами-монахинями. И устроился рассыльным в местную газету, а спустя какое-то время стал репортером. Но вскоре он решил, что журналистика не его призвание, и поступил в театральную академию. Его дебют на сцене состоялся в 1955 году в Брайтонском театре. В 1959 году Питер женился, его избранницей стала актриса Шан Филлипс. У них родились 2 дочери, Кейт и Патрисия. Его кинодебют состоялся в 1959 году, а спустя 3 года вышел фильм «Лоуренс Аравийский», главная роль в котором стала его визитной карточкой и прославила на весь мир. А ведь изначально эта роль предназначалась не ему, а другому известному актеру, который в последний момент отказался сниматься. Больше года режиссер искал ему замену, пока Питер О'Тул не убедил его в том, что он лучший претендент. Последним аргументом стало то, что ради съемок актер решил сделать пластическую операцию носа, чтобы еще больше походить на своего персонажа. Шокированный таким рвением молодого безумца, режиссер больше не сомневался в правильности своего выбора. Лоуренс Аравийский по праву завоевал звание одной из культовых картин в истории кинематографа. А Питер О'Тул получил толпу поклонниц и номинацию на «Оскар». Увы, статуэтка ему не досталась, но для карьеры это был огромный шаг. А в 1966-м Питер О'Тул пробует себя в новом амплуа комедийного героя. Дуэт с Одри Хёпберн и картина «Как украсть миллион» стали еще одной важной вехой его киносудьбы. Питеру была обеспечена невероятная популярность. Несмотря на успешный старт кинокарьеры, Питер не спешил соглашаться на новое предложение режиссеров и по-прежнему отдавал предпочтение театру. Однако его имя не сходило со страниц газет и журналов в первую очередь из-за его скандального образа жизни. Газеты пестрели заголовками. Дебошир, поднявший на ноги весь квартал в 3 часа ночи, оказался знаменитым актером О'Тулом. Питер О'Тул отбил Урсулу Андерс у Бельмондо. Актер кутил, был завсегдатаем шумных вечеринок, заводил романы с актрисами и жил на широкую ногу. Но не любить его было невозможно. Один из журналистов о нем писал: «Питер абсолютно невыносим. Но как только он пускает в ход свое обаяние, как он кажется вам самым милым человеком на свете. А все творимые им сумасбродства начинают казаться ужасно логичными». Возможно, дурная слава, закрепившаяся за пьяницей и разгильдяем О'Тулом, и была причиной того, что он так и не был удостоен Оскара, хотя номинировался рекордное количество раз. Говорят, американцы не могли простить беспутному ирландцу его вызывающее поведение. При этом из 8 номинаций он явился лишь на 1 церемонию. Только в 2003 году ему вручили почетную награду «Оскар» за вклад в развитие кино. Разгульный образ жизни в конце концов привел к раку желудка. В результате пришлось удалить поджелудочную и часть желудка, но жизнь актеру спасли.
После этого он пересмотрел свои взгляды и завязал с алкоголем. Но брак спасти не удалось. После 20 лет совместной жизни от Питера ушла жена, не выдержав постоянных измен мужа. Через несколько лет у него начался роман с моделью Карен Браун, которая родила ему сына и надеялась стать законной супругой. Но Питер жениться не собирался. А когда Карен пригрозила ему тем, что не даст ему видеться с сыном, он выкрал его и увез на свою виллу. Через несколько месяцев мальчика пришлось вернуть матери, так как она угрожала судом. На склоне лет в одном из интервью актер признался: «Я изучал женщин всю жизнь, но не узнал о них ровным счетом ничего». Питер О'Тул неоднократно заявлял о своем решении навсегда уйти из кино, но продолжал сниматься вплоть до 2012 года, сыграв более 80 ролей. В 80 лет он опубликовал официальное заявление о том, что завершает свою кинокарьеру, а спустя год он скончался. Из-за безуспешных номинаций актер заслужил прозвище хронического неудачника премии «Оскар». Однажды журналист задал ему вопрос: «Вам не кажется, что ваша кинематографическая карьера, хотя и была блестящей, но не состоялась в полной мере?» Актер, не задумываясь ни секунды, ответил: «Может быть. Зато у меня в полной мере состоялась жизнь». Гэри Купер. Человек, еще при жизни ставший легендой. Купер построил грандиозную карьеру и подарил миру целую галерею идеальных американских типажей. На экране он был честен, справедлив, морален и порядочен. Тихий, сильный тип. Таким был настоящий американец. Он не копался в своих чувствах, а просто делал то, что должен был. Так говорил мафиози Тони Сопрано на приеме у своего психотерапевта. Ему нравилось представлять себя Гэри человеком, от одного взгляда которого исходила сила и уверенность в себе. Но при этом Тони осознавал свое несоответствие этому образу. Гэри Купер – одна из главных звезд классического Голливуда, молчаливый ковбой, отважный герой, который с неизменным выражением лица кочевал из одного фильма в другой. Всего за свою карьеру он снялся почти в 100 картин. Для целого поколения американцев он стал символом спокойной уверенности в себе и наглости. Но каким был его путь и что скрывалось за маской постоянного спокойствия? Удивительно, но один из самых типичных американских героев был англичанином по происхождению. Фрэнк Джеймс Купер. Псевдоним Гэри появится сильно позже. Родился 7 мая 1901 года в Хелене, столице штата Монтана. Его родители были эмигрантами из Англии, но познакомились и поженились они уже в Америке. В 1924 году отец Купера вместе с женой переехал в Лос-Анджелес. Гэри Купера в 1925 году пристроили на работу актером. Он зарабатывал на жизнь, играя эпизодические роли, в основном ковбоев, которые даже не упоминались в титрах. Вскоре Купер подписал долгосрочный контракт с кинокомпанией Paramount Pictures. Его дела пошли вверх. В 1929 году он уже был одним из основных звезд звукового кино. Его гонорары взлетают до небес. Лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы. Штернберг снимает его в Марокко с восходящей в Штатах Марлен Дитрих, она только что перебралась из Берлина в Голливуд. Жизнь бьет ключом, молва приписывает Куперу романы не только со всеми его партнершами по картинам, но романтические связи с эксцентричным миллионером Говардом Хьюзом и актером Андерсоном Лоулером. Что касается личной жизни, то здесь Купер был не менее активен. В его постели побывали многие тогдашние голливудские звезды и звездочки, причем обоих полов. Гомосексуальные связи в Голливуде всегда были в большой чести. Но главными жертвами Купера становились представительницы слабого пола. Первой знаменитой любовницей Купера была Клара Боу, с которой он снимался в фильме «Это» в 1927 году. В своем дневнике Клара оценивала своих любовников. Куперу она поставила превосходно. А в письме своей подруге Хедде Хоппер восхищенно поведала, что он настоящий жеребец и может заниматься любовью всю ночь напролет. Клара рассталась с ним после того, как он предложил ей вступить с ним в брак.
С актрисой Лупой Велес Купер познакомился в 1929 году на съемках фильма «Волчья песня». Через сутки после знакомства пара уже наслаждалась любовными играми в номере отеля. Их роман был бурным, а постоянные скандалы с любовницей довели Купера до нервного и физического истощения, и в конце концов он порвал все отношения с Велес. На съемках «Марокко» Джозефа фон Штернберга Купер закрутил роман с Марлен Дитрих, дебютировавшей этой картиной в Голливуде. Фильмы выходят один за другим. Его женщина «Прощай, оружие». Я беру эту женщину вместе с Кэрол Ломбард. Фильмы с его участием безумно популярны, и продюсеры требуют сниматься еще и еще. Купер и сам понимал, что его отношение к профессии меняется. Играя бесконечную череду ролей, он очень изматывался и начинал думать больше о деньгах, нежели о работе. Купер открыто в этом признавался в интервью журналистке во время съемок «Прощай, оружие». Светская жизнь тоже утомляла, и Купер искал из нее выхода. В 1933 году он женился на Веронике Балфи. Она была молода, моложе Купера на 12 лет, хорошо воспитана, а ее отец был богатым банкиром с Уолл-стрит. Ей было очень интересно с Гэри. Она тоже любила спорт, верховую езду и долгие прогулки на природе, так что они много времени проводили вместе. Когда Вероника давала свое согласие выйти замуж за Купера, она наверняка не обольщалась на тот счет, что отныне первый ковбой Америки будет принадлежать только ей. Вся предыдущая жизнь этого человека указывала на то, что частая смена партнерш – наиболее удобный для него способ жизни. Поэтому Купер изменял жене регулярно. Например, во время съемок фильма «Генерал погиб на рассвете» он увлекся светловолосой англичанкой Маделайн Кэрролл. Помимо актрис, в постель Купера продолжали заглядывать секретарши, помощницы режиссеров и девушки из массовки. К концу 1930-х Купер добился всего, о чем только можно было мечтать. Он международная звезда, самый высокооплачиваемый актер. У него родилась прекрасная дочь, а от студии он добился значительной степени свободы. Впереди у него было еще 2 десятилетия карьеры. Начиная с 1938 года, Хемингуэй просил общих знакомых представить его артисту. Купер и Хемингуэй несколько раз созванивались, но лично встретиться смогли только в 1940 году в Сан-Вэлли, Айдахо. Познакомившись, двое мужчин тут же отправились на охоту. Так началась дружба, которая продлилась до самой смерти обоих. Они даже умерли с разницей в несколько месяцев, Купер в мае 1961 года, а Хемингуэй в июле. В 1939 году продюсер Дэвид Селзник предложил ему главную роль в фильме «Унесенные ветром», которую впоследствии сыграл Кларк Гейбл. Но Купер отклонил это предложение, так как считал, что «Унесенные ветром» будет самым большим провалом в истории Голливуда. «Я рад, что Кларк Гейбл расшибет себе на этом нос, а не я». Но все-таки Гарри Купер получил своего Оскара в 1942 году за роль в фильме «Сержант Йорк». И все же из всего сыгранного во время и после Второй мировой войны, самой заметной и важной была его роль в «По ком звонит колокол» Сэма Вуда. Крайне дорогостоящая экранизация романа Хемингуэя. В течение последних лет жизни здоровье Купера постоянно ухудшалось. Каждые съемки были для него мучением. 19 апреля 1961 года родственники Купера объявили, что актер тяжело болен раком. Ему стали звонить и писать со всего света. Позвонили даже президент Кеннеди и тяжело больной Хемингуэй. Купер был в настолько плохом состоянии, что даже не пошел на церемонию вручения почетного Оскара за вклад в киноискусство. Вместо него награду получил Джимми Стюарт, который сквозь слезы заявил со сцены, что многие, включая Купера, даже не представляют, насколько он хороший актер. 7 мая Куперу исполнилось 60 лет. А 11 мая он скончался. На похоронах, которые прошли 16 мая, Эрнест Хемингуэй не смог явиться из-за плохого самочувствия и болезни. Через 2 месяца он покончил с собой. Гэри Купер на протяжении всей жизни постоянно сомневался в себе и своих силах. И раз за разом доказывал всем, что он способен на все.
Блестящий актер, умевший меняться вместе с эпохой и оставаться при этом неизменным. Гэри Купер символизировал собой эпоху американской наивности и героизма. Таким он и остается до сих пор в пантеоне американских идеалов. Идеальный ковбой, идеальный шериф, идеальный мужчина. Деятели французского кино ознакомились с достопримечательностями Москвы. На Советской площади установлен памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому. Где бы ни останавливался автобус с гостями, Жерару Филиппу немедленно приходилось пускать под ручку. Популярный артист французского кино хорошо известен зрителям столицы. На память от юной москвички. На Красной площади стремятся побывать все, кто приезжает в Москву. Собор Василия Блаженного заинтересовал гостей своей своеобразной архитектурой. Он был воздвигнут в XVI веке. Сейчас происходит реставрация собора. Памятник русским героям-патриотам Минину и Пожарскому. Значительную долю симпатии и уважения к французским кинематографистам приходилось принимать Жерару Филиппу, но это была приятная обязанность. Французы, говоря о Жераре Филиппе, прежде всего вспоминают его голос. Филипп владел им, как мало кто из актеров. Голос мог казаться и бархатным, и прокуренным, и резко металлическим, а его смех и детским, и дьявольским. Благодаря голосу он мог днем играть на съемочной площадке князя Мышкина, а вечером в театре Калигулу. Советские зрители голоса Филиппа никогда не слышали, все его фильмы выходили у нас продублированными. Однако той самой эмоциональности, в сочетании с романтической внешностью, хватило, чтобы он стал любимым актером целого поколения. Он умер, не дожив нескольких дней до 37-летия, в самом конце 1959 года, от рака печени, развившегося необыкновенно рано и необыкновенно быстро. Его смерть стала шоком и для Франции, и для СССР, таким же, каким для американцев смерть Джеймса Дина и Мэрилин Монро. Для французов Филипп и сегодня остается примерно такой же легендой, не успевшей состариться. Тот же Бональ говорил, что популярность Бельмондо, Делона или Депардье никогда и близко не могла сравниться со славой Филиппа. В 50-е он был живым воплощением Франции, а такое не забывается. Жерар Филипп родился 4 декабря 1922 года в Каннах. Его бабушка по материнской линии была эмигранткой из Праги, очень удачно вышедшей замуж за кондитера из Шартра. А отец Жерара был вполне успешным юристом, владевшим к тому же несколькими отелями. В 30-е годы он связался с ультраправыми, потом поддерживал нацистов и после войны был приговорен к смерти. Ему пришлось скрываться от гнева соотечественников во франкистской Испании. Сейчас биографы считают, что он не совершал во время войны преступлений, в которых его обвиняли. Просто враги пытались свести с ним счеты. Интересно, что Жерар, симпатизировавший коммунистам и однажды назвавший Ленина величайшим человеком XX века, одновременно всю жизнь старался помогать отцу. Навещал его в Барселоне, где он преподавал французский. А еще постоянно навещал в тюрьме своего крестного отца Поля Мариона, который был министром информации при профашистском режиме Виши. С актерской карьерой у него все сложилось достаточно гладко. Отец, правда, хотел, чтобы Жерар тоже стал юристом, но мать была не такой занудой. Она увлекалась ясновидением, нумерологией, спиритическими сеансами и полагала, что актером быть тоже очень хорошо. Впервые на сцену юноша вышел в 19 лет, в постановке, которая шла в казино в его городе. Уже через год Жерар выступал в Париже, произведя на публику ошеломительное впечатление в пьесе «Содом и Гоморра».
Князь Мышкин стал его первой большой киноролью, но вряд ли лучшей. Далее последовало множество заметных фильмов. «Пармская обитель», «Карусель», «Ночные красавицы», «Красное и черное». Конечно, на первом месте для многих так и остался «Фан-Фан-Тюльпан», фильм, благодаря которому Филипп стал большой международной кинозвездой. Уже в 1955-м он вышел в СССР. А в октябре того же года Жерар приехал в Советский Союз на неделю французского кино. Рассказывают, что вокруг гостиницы, где он жил, собиралось множество поклонниц. Филиппа и других членов французской делегации возили по всей Москве. Подняли на один из самых высоких этажей недавно построенного МГУ, чтобы показать панораму столицы. А потом еще свозили в Ленинград и в Киев. В общем, визит прошел триумфально. Еще в 1942 году в Ницце 19-летний Жерар познакомился с будущим сценаристом Жаком Сигуром и его приятельницей Николь. Девушке было 24 года, она уже состояла в браке, воспитывала маленького сына и удивила юношу своей серьезностью. Но тогда еще он и представить себе не мог, во что выльется это случайное знакомство. Спустя 4 года они снова встретились, в этот раз в Пиренеях, куда приехал Жерар вместе с тем же Жаком Сигуром, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Они остановились в доме Николь в ее поместье. Молодая женщина не отличалась общительностью, но в ней не было ни капли того жеманства, которое уже успело наскучить актеру в его многочисленных поклонницах и коллегах. Жак постоянно сидел за печатной машинкой. А вот Жерар стал неизменным компаньоном девушки, которая водила актера по горным перевалам и ущельям, одновременно поражая его своими познаниями в области истории и географии. Молодые люди беседовали часами и очень подружились. Мать Жерара Филиппа была категорически против этого брака, однако она забыла о том, что для младшего сына всегда был так сладок запретный плод. И все же она не могла понять, чем пленила Николь ее мальчика. Та не отличалась ни красотой, ни романтичностью. Она была совершенно не похожа на женщин, которых встречал на своем пути Жерар до этого. 29 ноября 1951 года состоялось бракосочетание Жерара и Ан. Раздосадованная мать актера поздравлять молодых не сочла нужным. У Жерара и Ан родилось 2 детей. И они старались не рассказывать о личной жизни журналистам, справедливо полагая, что счастье любит тишину. Только после смерти мужа Ан написала о нем книгу. Это жутковатое чтение, потому что речь там идет, главным образом, о последних днях жизни Филиппа. И об ощущениях его жены, которая знала, что муж умирает от рака в терминальной стадии. А он не знал. Думал, что ему сделали операцию по поводу абсцесса в печени, все прошло успешно, и он идет на поправку. После операции он прожил всего 20 дней. Я могла быть спокойна. Ты ни о чем не догадываешься. Выражение моего лица и моя улыбка не изменились. Движение тоже. В марте я вернусь к работе, сказал ты и добавил. Я счастлив. Мне показалось, будто меня хлестнули бичом. Я предавала тебя с ясным взглядом, который впервые лгал тебе. Мне было стыдно, но я делала это, потому что вдруг оказалось, что нечто более сильное, более властное, нежели честность, которая раньше была для меня превыше всего, побуждала меня поступать так. Она носила траур по супругу до конца своих дней. Ан переживет его на 30 с лишним лет. И упокоится рядом с ним на кладбище в Провансе, на юге Франции. Ан-Мари Филипп, дочь актера, станет писательницей и актрисой. Оливье Филипп посвятит себя высшей математике и уйдет в точные науки, оборвав связи с внешним миром.